Такое желание на Новый год я загадаю, чтобы просто вернуть свою форму. Элина рассказывает, как пройти как можно дальше на Australian Open. I think was out, I'm not sure. Четвертый круг. Australian Open, guys. That's crazy. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал Kiss My Ace. Привет всем, дорогие зрители Kiss My Ace, с вами снова Маша Тимофеева, и на этот раз мы наконец-таки оказались в Австралии. Как вы, наверное, уже поняли из названия, здесь мы находимся для того, чтобы сыграть Australian Open, но на данный момент мы находимся в Канберре, что является столицей Австралии, на 125-тысячнике. К сожалению, с этого турнира мы решили не снимать полноценный влог, но если будет что-то интересное, я обязательно покажу, и, возможно, как мы отпразднуем Новый год, потому что он уже через 2 дня. Этот влог уже выйдет в новом 2024 году, поэтому всех поздравляю с наступившим. Вот, собственно, да, и потом уже буду показывать, как мы перемещаемся в Мельбурн, и, соответственно, первый турнир Большого Шлема в этом году. Поэтому, да, ребят, все, мы начинаем. На этой неделе мы снимаем апартаменты, поэтому на тренировку мы добираемся вот на таких вот скутерах, сканируем через приложение, не надеваем ужасный шлем и отправляемся на тренировку. Давай, плеер! Пока! Пока-пока! Что пока? Нет, почаки! No! Быстрее, давай, быстрее! Сам быстрее! Hold my camera, don't break it! Быстрее! What do you wish to Kiss My Ace for the new upcoming year? I wish at least 500,000 followers. I wish that we have some new some new members and acquaintance who will also be part of the videos on Kiss My Ace, so some more players to see in action, not just 2. Then I wish that find some good sponsor, which will also invest something in this very good project. That's really... And that's, I think, for 2024 could be enough. And what are your expectations about your 2024? My expectation is playing third round of 2 Grand Slams. Another 2? We can lose qualify in 3 of them and 1 lose in last round of quali. Then what else? One more. Money wise, where do you see yourself? We will find some nice clothes sponsor. Okay, great. Такая вот жара в Австралии. Австралийское лето, говорили они. Все в кофтах, кто-то еще и в штанах. Вот, дорогие зрители, обратная сторона тенниса. Я проиграла свой матч 31 декабря. Я закончила 7:30 вечера, если не позже. По наказанию себе я решила пойти пешком домой, примерно минут 30. По дороге я сижу, ем свой ужин турнирный. Короче, честно, мне грустно, что так вообще получается. В такой момент вот реально задумаешься, стоит ли это все того, не стоит. Но я знаю, что в целом стоит, потому что однажды это окупилось, окупится еще раз. Сейчас, конечно, не просто после травмы, если честно, и ментально тяжело, и физически тяжело набирать форму свою теннисную, но я надеюсь, все придет. Такое желание на Новый год я загадаю, чтобы просто вернуть свою форму. Да, надеюсь, все пройдет, и это тоже. Руками доем сейчас свой ужин. Да, и все будет хорошо. Я надеюсь. Но чтобы вы понимали, что все не так радужно, вот такие вот дни тоже бывают, к сожалению.
Поэтому пойду я дальше домой, потому что делать больше нечего. Классный фильм, новый вышел. Здорово. Всем привет! Мы уже добрались до Мельбурна, долетели на самолете за 1 час из Канберры. Из аэропорта тоже доехали на таком вот замечательном автобусе за 20 австралийских долларов на человека. Я надеялась, что будет открытая крыша, чтобы мы немножко посмотрели город, но, к сожалению, такого не оказалось, поэтому доехали как доехали. На протяжении всего турнира я, честно, решила немножко сэкономить и снять нам хорошие апартаменты, которые стоят в 1,5 раза дешевле, чем один номер в официальном отеле. За счет этого в конце я останусь немножко в плюсе по проживанию, потому что per diem на этом, на Australian Open $220 на игрока, что примерно покрывает только один номер в отеле. На тренера мне нужно еще 2 номер, поэтому я решила не переплачивать и поселить нас в 3-комнатных апартаментах вот с таким вот замечательным видом. И да, так что на протяжении всего турнира будем жить здесь и как-то так. Подъезжаем на корты. Второй полноценный день. Анне, очень рад начать сегодняшний день. Стандартно покажу вам, как выглядят корты. Центр здесь просто огромный. Мы вчера потерялись, я не знаю, раз 5. Просто каждый раз спрашивали дорогу. Надеюсь, сегодня уже будем ориентироваться очень лучше. Ну да. Почти весь теннисный центр находится на территории вот такой вот парковки, и расстояние просто огромное. Мы должны, вот не знаю, от зала до раздевалки минут 5 идти, наверное, вот по такой парковке, потом еще 5 минут до кортов, туда-сюда, но говорят, 5 минут, если ты никуда не теряешься. Если ты еще потерялся по дороге, пропустил один поворот, то все, это типа опять там надо плутать, и вот это, конечно, немножко напрягает. Но я думаю, когда люди приезжают сюда не первый год, они уже адаптируются, и все у них в порядке. Так выглядит матч Gym. Anna, what are you warming up for? Это зал номер 2. Тут чуть больше тренажеров с весом. Не так много кардиомашин. Здесь можно провести полноценную фитнес-тренировку. В том зале все-таки он больше предназначен для разминок и заминок. Эти висят сетки и фотографии прошлогодних победителей. Здесь мы видим Алину Корнееву. Я как раз вчера с ней тренировалась. Напомню, победитель прошлогоднего юниорского Australian Open. Во имя сохранения природы от пластика на всех больших шлемах почти выдают вот такие, как сказать, многоразовые бутылки. И по всей территории установлены кулеры, где ты просто подходишь, в любой момент можешь наполнить эту бутылку. Поэтому мне это больше нравится, чем система с пластиком, потому что от пластика все время остается куча этих бутылок. Надо где-то искать, выкидывать. А вот это очень удобно и практично. Сегодня с утра мы трёмся с Настей Тихоновой. Привет. Все для Kiss My Ace. Настя, скажи, какой у тебя любимый шлем? Ты на всех же была уже? Да, на самом деле вот мне Австралия больше всего нравится, вот, потому что тут какая-то своя такая домашняя обстановка. Уже все домашнее, уже, да. Вот поэтому мы попали на нужный шлем. Начинаем год с нужного шлема. Да, поэтому год обещает быть успешным.
Вот мы пришли в ланч-эрию. Там салаты. Касперу. Екатерина, что вы потеряли? Еду. Еду? Как вам кредит на $250? Куда тратить деньги? Вы тратите все? Ой, здрасте, здрасте. Репортаж у нас, репортаж. Кисма-эйс, да, все смотрят. Мы набрали вот этого вот всего, тоже второй прием пищи. На день нам дают $250, и на данный момент у нас осталось еще 100. И мы не знаем, куда это потратить, потому что официально еду брать с собой нельзя. Поэтому мы набираем всякие вот суши, йогурты, кокос, чтобы пить. Passion fruit, Passion fruit, да. Все дорого-богато и, честно, очень вкусно. Год, passion fruit. Вот, все очень вкусно, да. Но проблема такая, что не знаем, куда потратить деньги. Здесь на 3-м этаже находится суши-бар. Сейчас он уже закрыт. Вот так тут обычно можно брать суши, поки и прочее. Смотрите, такой тут выход на руфтоп. Такой вот замечательной зоной отдыха. И еще более потрясающим видом отсюда. Класс, красота. А вон Таня Прозорова. Таня, привет. Ну и как мы уже выяснили после US Open, большой шлем — это не большой шлем без традиционных подарочков, поэтому сейчас у нас будет анпакинг. Давайте начнем с бутылок для воды, как я уже говорила. В итоге нам дали таких 5 штук. И очень тяжелые, блин, очень жалко, потому что хочется взять такие домой. Смотрите, какие они просто супер классные, но очень тяжелые. Не знаю, как мы их повезем. У меня так багажа уже 45 килограмм, только моих. Поэтому, да, это будет задача не из легких. Также подарили вот такую вот футболку замечательную, которая уже на мне. Что-то тут написано про Happy Sunshine. Вот такую замечательную косметичечку, смотрите. Тут всякие разные штучки. Давайте посмотрим, что же тут. Не могу понять, честно. Вот это какой-то мист для лица. Мист — это спрей, для тех, кто не в теме. Опять какой-то крем с жожоба. Замечательно. Розмариновый термальный бальзам. Неплохо, всякие вот такие приколюшки. Они подарили весы. Они подарили весы для багажа. Вот это реально must have. Просто у меня их нет, но это очень нужно. Реально очень полезная штука. Еще и батарейки к ним дали. Просто красавчики. Носочки АО. Классно. И смотрите, такая замечательная, милейшая игрушка. Дали еще выбрать из нескольких вариантов. Там была коала, страус, еще кто-то и вот кенгуру. Я решила выбрать кенгуру. Все-таки мы самый, мне кажется, традиционный символ Австралии. Вот такие вот классные подарочки. Чуть не забыла, еще подарили переходник. Очень нужная тоже вещь, потому что многие приезжают в Австралию с европейскими зарядками и прочими проводами из Европы. А тут нужен вот такой вот переходник с вот таким вот австралийским разъемом. Поэтому подарком ставлю 10 из 10. Очень все нужно, полезно, прикольно. Кстати, еще сказали, что дадут ваучер на 150 австралийских долларов на покупку сувениров и мерча в официальных магазинах Australian Open, что тоже, несомненно, приятно, потому что в любом случае хочешь купить какие-то сувенирчики, подарочки с собой. И очень приятно, что турнир предоставляет эту возможность за их счет, поэтому за это тоже определенный лайк. Пока вот реально общая оценка шлему 10 из 10. Мне даже
чуть больше нравится, чем в Нью-Йорке. Соглашусь, пожалуй, с девочками, которые ранее сказали, что Australian Open это их любимый шлем, потому что реально есть за что. Единственное, даже не знаю, можно ли счесть это за минус, то, что, правда, очень большая территория и очень далеко ходить от одной точки в другую, из точки А в точку Б, но зато плюс, что мы нахаживаем 10 тысяч шагов, это точно, поэтому для здоровья это очень полезно и классно. Вот. Ну и в целом пока что мне все очень нравится в Австралии, поэтому Australian Open топ. Закончили сегодня тренировки, у нас наконец-то распогодилась погода. Теперь у нас очень жарко. Вот. Смотри, что стало с моими волосами. Потихоньку привыкаем к австралийской жаре. Вот, на сегодня все. Еще сейчас схожу на массаж, на бесплатный. Добро пожаловать обратно на большие шлемы. Почти Kiss My Ace. Вот, знаете, Полина тренируется. Давай, мастер-класс, Полин. Полина демонстрирует нам мощнейшую игру в корте. Очень рабочее упражнение, чтобы мяч летел 300 км в час на вылет. Передайте привет подписчикам Kiss My Ace. Всем привет, Kiss My Ace. Что ваши пожелания на Новый год? Пожелайте что-то зрителям. Чтобы было побольше побед нам, по крайней мере. Нам а вам приятных просмотров на канале Kiss My Ace. Понятно. Какой у тебя любимый шлем? Ты на всех же была? Какой? Я от Насти Тихоновой задала вопрос. Какой у тебя? Австралия и Уимблдон. Австралия. Всех Австралии, видите? Ну, никому. Уимблдон. Ну, Уимблдон, да. Мне Уимблдон не понравился. Мы сейчас только что переехали в другие апартаменты. Запишу видео по горячим следам. Пока еще не отошла от эмоций. Господи, это было очень смешно. Значит, апартаменты на фотках выглядели очень большими, реально трехкомнатными, с полноценными 2 комнатами и одной общей гостиной. Но посмотрите, как это выглядит на самом деле и где будет жить Аней. Значит, вот так мы попадаем в наши апартаменты. И сразу упираемся в такую замечательную комнату. Просто страшный сон клаустрофоба. Ну, остальное в целом похоже на правду. Вот она и уже занимается готовкой. Он очень счастлив. Вот такая вот гостиная. Какой-то балкон с не очень презентабельным видом. Ну и, собственно, моя комната. Хотя бы тут есть окно. Двуспальная кровать. Вот. Ну и ванная комната у нас одна вот на двоих. В целом неплохо, но это не то, что нам обещали. Если честно говорю, на фотках это выглядело совсем по-другому. Я была уверена, что у нас огромные апартаменты. И что за 110 евро в сутки я сняла просто какой-то, не знаю, особняк. Но по факту это выглядит не очень презентабельно. Пришли на тренировку и заметили, захотели посмотреть, присесть, как тренируются другие. И видим такую замечательную трибуну, присаживаемся на нее. И вот вид, который мы наблюдаем. Очень удобно смотреть людям, которые... I think was out, I'm not sure. Two hours later. Предтурнирный день, и у нас пошел дождь, к сожалению, поэтому с Эрикой нам сейчас удалось потрясться только полчаса. Смотрите, вон как заливает корты. Неприятное событие. Есть корты в зале, но сказали, что они быстрее, поэтому не очень бы хотелось на них играть. Так что подозреваю, что сегодня будет просто облегченный день. Но ничего, может перед турниром оно и пойдет на пользу. 24 hours later. У нас утро, но не очень доброе. Как вы можете наблюдать, у нас просто уже, не знаю, можете ли вы вообще наблюдать что-то, но у нас идет просто беспросветный дождь последние 1,5 дня. По прогнозу это продлится до конца сегодняшнего дня. Первого игрового я сегодня, слава богу, не играю. И с завтрашнего дня уже начинается прежняя австралийская жара под 30 градусов, поэтому
Я начну свои матчи уже с хорошей погодой, вот. Но сегодня подозреваю, что все матчи все-таки отменят. Постараемся потренироваться в зале, потому что такая возможность тоже имеется. Но, думаю, приоритет будет у тех, кто сегодня должен был играть. Вот, поэтому посмотрим, как сложится этот день для нас сегодня. Но будем надеяться на лучшее. Увидимся на кортах. That's a nice condition, joj. It's a beautiful day to play tennis. My two balls. My balls. You ready? You ready? You ready? You ready? Сегодня мы играем вторым запуском. Дождь раз закончился, и меня добавили в расписание к первому дню, поэтому сейчас мы совершаем прием пищи и отправляемся разминаться. Ура! Мы победили! Ура! Аней! Ура! Маша молодец! Да, в общем 6-2, 6-3 выиграла. В целом довольна, как я играла. Первый круг, конечно, всегда не самый лучший теннис, но в целом все неплохо. Вот, а сзади стоит девушка, значит, меня сразу выцепили на допинг-тест, поэтому сейчас я обедаю, но она должна везде сопровождать меня, пока я не захочу в туалет. Вот, пока я не хочу, естественно, потому что я потеряла много жидкости во время матча, и надо ее сейчас восполнять и ждать, в общем, когда я, собственно, мне приспичит, грубо говоря. Поэтому пока ждем, и она, да, ходит за мной, как моя тень. Так что... Только что сдала свой допинг-тест. У меня это сделало почти 2 часа. В целом для девочек это не так плохо, неплохой результат, потому что иногда это занимает намного дольше. И смотрите, дошла до Маргарет-Корт-арены. Это один из центральных кортов, точнее арен. Смотрите, как выглядит стадион. Всем привет, друзья! Играю сегодня 5-м запуском, не ранее 4 вечера. Играю против австралийки, поэтому меня поставили на центральный корт. Просто посмотрите, как он выглядит.
Я, честно, немножко в шоке и подозреваю, что поскольку нас поставили 5-м запуском, придет много народу и все будут поддерживать мою соперницу. Но ничего, я надеюсь, я справлюсь. Просто посмотрите на масштаб этого корта. По-моему, это самый центральный корт для квалификации. И вот где-то здесь сегодня буду играть я. Представляете, если придет даже, я не знаю, 1/3 этого стадиона, это будет уже просто колоссальный масштаб. По-моему, первый и последний раз я играла на стадионе такого масштаба только в Будапеште, и то там корт был 100% поменьше, и народу на финал пришло только 1 трибуна, поэтому сегодня, я подозреваю, придет побольше народу. Еще тут, когда все хлопают, такое эхо дикое, поэтому, да, матч обещает быть очень интересным и насыщенным. Поэтому, да, блин, главное, чтобы не зажало и не опозориться на этой замечательной арене. Sound like Cinderella teens. You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on 1, been on 2, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. They gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG tryna get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life cool, it's really like that. I might roll an 8th inside the blunt, that's a nightcap. Like where my lighter at, boy, I got a flight to cash. Through these ups and these downs, with a guy and a damn thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. You take L's ain't once in a while, gotta charge to the game. You gotta charge it to the game. Yeah, yeah. Through these ups and these downs, swear to God, ain't a damn thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. I'm just trying to make my bread and feed the fam. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high, I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on my downfall and need another plan. But we welcome all that hating, I'm like, thank you, come again. Made a stack off the game and gave 100 to my man. I don't owe no money to him, I just did it cause I can. Yeah, round shit, we ain't on no clown shit. You a product of the people that you stick around with. Don't get caught up in the evil, that'll have you down bad. Ain't no way around that, you gon' need a bounce back. Yeah, posted up with the people I came up with. Charge a couple else in the game, but I still love it. I keep it low key in order to stay above it. I make it all out of nothing. Yeah. Through these ups and these downs, with a guy and a dead thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. You take L's ain't once in a while, gotta charge to the game. You gotta charge it to the game. Yeah, yeah. Through these ups and these downs, swear to God, ain't a damn thing changed. Don't forget where that sauce came from, best remember my name. You take L's ain't once in a while, gotta charge to the game. You gotta charge it to the game. Set match, rocket on. 2011, 6-2, 6-4. Классическое постматчевое интервью. Слава богу, оно еще не победное. Финальный раунд квалификации. Мы приближаемся. Последний вот почти в зале мы. Тянемся, заминаемся. Все уже потянулись. Смотрите. Это Паша Котов со своим тренером Михаилом Игоревичем играют в мини-футбол.
тоже сегодня с 10 утра их видела на кортах. Сейчас время уже после 8, почти полдевятого. Они вот до сих пор играют в футбол, поэтому молодцы. Вот этот дух спортсменов. Приходить первыми, уходить последними. Вот, значит так, завтра мы не играем, тренируемся чуть-чуть и будем готовиться к пятнице, к финальному раунду. На Камоне опять буду играть против австралийки с местной публикой, поэтому матч будет также насыщен и интересен. Once for Shelton. One more. No. Oh, in the front. Что такое? Меня не любишь. Какой-то пятничный движ наметился на кортах. Bavarian vibes. Dance. Оцените танец от 1 до 10. Вы в танцах. Ты в танцах. Ты в танцах. Ты в танцах. To follow exactly per step and go with this risk. Элина рассказывает, как пройти как можно дальше на Australian Open. И как Что мне надо делать? WTA 250. С лаки-лузера. Два лаки-лузера тут встретились. На удачу чисто. Оп. Сейчас мы приехали в отель Шератон на Wilson Distribution. Это тут можно, короче, всем, у кого контракты с Wilson, на больших шлемах прийти и взять все, что вам необходимо. Мне будут нужны струны, пару сумок, типа travel бэгов, потому что мой все окончательно доломался. И именно за этим мы сейчас идем. Покажу вам, как это выглядит изнутри. Значит, вот так мы проходим. Все уже в значках Wilson. Чай, кофе. Кстати, Wilson стали делать теннисную форму. На мой взгляд, реально очень красивая. Мне очень нравится, как она выглядит. Поэтому респект. Shopping bag for you, shopping bag. And go. Забрали свои вот вещи, вон, пожитки. Теннисную сумку мне не дали, сказали, выбирали либо travel bag, либо сумка. Поэтому выбор был тяжелый, но я его сделала в пользу замечательного travel bag. Поэтому, да, отправляемся домой и готовимся к завтрашнему матчу. Classy finish from Timothy. Oh, what a setup, what a finish, Timofeeva. Assertive from Timofeeva start. And Timofeeva takes the game. And it's easy. As she did in the first, Timofeeva breaks. Oh, what a setup from Timofeeva. Oh, down.
from there. Wow. It doesn't get any She's done well there. Pretty And she's done it! Masha, welcome to your first main draw at the Australian Open 2024. What a result for the youngster. And my goodness. Так, у нас было немного времени осознать, что произошло. Теперь мы радуемся, что мы в основной сетке большого шлема. Ура! И пойдем отметим это покупкой подарков, сувениров на $250 ваучер, который нам выдал турнир. Поэтому пойдем его обналичивать. Официальный партнер турнира Поло, поэтому очень много прикольных футболок с логотипом, с эмблемой, господи, с логотипом бренда. Закупились подарками. Слушайте, честно, сегодня, ребят, такая жаркая погода, просто что-то невыносимое. Безумно рада, что смогла выиграть сегодня, потому что в третьем сете реально было очень тяжело. И сегодня были тоже еще пару отказов. Например, даже после нас зашел матч мальчиков, и совершенно жуткая ситуация. Парень вел сеты 4-2, и у него начались какие-то ужасные судороги. Мы смотрели по телевизору, было просто, не знаю, ужасно выглядело. Если найду, прикреплю видео. A mightily courageous hold from Zizzlebags. Smart's like Second set, Sweeney, 7 games. И, к сожалению, не смог доиграть матч до конца. Погеройствовал чуть-чуть во втором сете. Даже смог взять гейм, по-моему, один на своей подаче. Но, к сожалению, не смог завершить матч до конца. Пришлось сняться. Поэтому, да, зачастую, но не всегда все зависит от игры в теннис. Иногда приходится бороться и с погодными условиями. Особенно такими жестокими, как в Австралии. Поэтому, да, очень рада пройти в основную сетку, справиться. Тем более завтра будет выходной. Поэтому, да, наслаждаемся остатком дня. И да, чтобы таких крэмпов не было у меня, сейчас я пойду на восстановительные процедуры. Тут есть такой же замечательный рекавери-центр, как был на US Open. Она их хвастается покупками. И да, буду восстанавливаться, отдыхать и готовиться. Пока сетки еще нет. Очень интересно, с кем буду играть, потому что есть пару прям интересных спотов. Кто-то попадает на Арину Соболенко. Окей. И не знаю, посмотрим. В общем, очень интересно. Будем ждать. Keep you updated. Ashka, you ready? Always, I'm born ready. I get unborn now. Да, давай, давай.
Ice Bath уменьшает усталость, чувствительность, температуру, уменьшает отеки и потоотделение. Сплошные плюсы. И еще улучшает сон. Сколько холодно? Холоднее, чем лед. Colder than ice. Come on! It's only 140. This moment that he knew he fucked up. Oh my god, now. What It's only one time 160. That's the point. Можно короткое интервью для канала? Серьезно? Как вы себя чувствуете перед началом турнира? Элина очень многословна. Я спокойно сидела тут, значит. Спокойно сидела, я пришла и нарушила ее покой. Тебе что, делать нечего до матча? Нет, мне нечего делать, поэтому я хожу и ищу тебя и беру интервью у людей. Значит, Элина у нас выиграла матч. И вот такие вот преданные фанаты решили ее пригласить на дейт. Элин, пойдешь? Как думаете, что делать? Элин, пойдешь? Нельзя там запрос как-то... Нет. Как это называется? Какой запрос? Типа проголосуйте, должна ли я идти или нет. А, можно, мы сделаем. Напишите в комментариях, должна ли Элина идти на дейт. Должна ли я идти? Ну, смотря какой человек, пусть Инстаграм бы оставил хоть снизу. Отправляемся на пресс-конференцию, не знаю, что-то наподобие интервью. Well, I didn't have a lot of, let's say, expectations. I was just going there to show what I'm capable of, to show like my best tennis if I can, and just not get too tight, not to think about, not to think too much about her background, because obviously she's more experienced than I am, especially on the big stages and on the bigger tournaments, and that's what was my first main draw of a Grand Slam. So yeah, didn't have much of expectations, just like wanted to go there and play good tennis. Наткнулись на такую стену почета. Первый турнир Australian Open прошел в 1905 году. И вот на этих стенах запечатлены все победители за все время во всех разрядах. Вы представляете? Смотрите, сколько имен. Невероятно, какая история. Какая история. Дорогие друзья, в свой выходной день мы все-таки попали на Rod Laver. Нам прислали билеты. Смотрим сейчас матч Циципаса, который должен был играть с Береттини, но, к сожалению, тот снялся, и он играет как раз с тем самым лаки-лузером, у которого были судороги в квалификации, он не смог доиграть свой матч, поэтому вот, каждому нужен второй шанс, и сейчас он ведет сет, и не знаю, какой счет во втором сете, но ведет сет у Циципаса. Представляете, на таком стадионе играть, когда он забит, финал, это просто
Непередаваемая атмосфера. Что это такое? Мы пришли с Алиной посмотреть на диких животных. Вот привезли на корты прям. Там что-то непонятное происходит. Я уже не хочу туда идти. О, хотят принести какое-то редкое животное. Осталось только 2000 экземпляров в мире. Поэтому, Элина... Один экземпляр. Один прямо рядом со мной. И один в коробке сидит. Вот это мышь? Вот это мышь, реально? Oh shit. Here we go again. Осталось 2000, под каждым домом можно вот этих опоссумов осталось 2000 штук, но это какой-то обман. Доброе утро. У нас оно дождливое, но для нас это не имеет никакого значения, потому что мы играем в 11 на большом корте, у которого есть крыша. Поэтому мы в любом случае пойдем играть в 11 и сейчас ждем свой завтрак. В общем, проводим день как обычно. Аней, do you have any expectations about today's match? Expectation, of course I have them. And how is your feeling to play against the former world #1 and a champion here at some point? Totally relax, because we don't have nothing to lose. We can just gain more confidence and more points and more money. So I'm excited for the match. That makes sense. Тренер спокоен, значит, и я в целом должна быть спокойна, поэтому, как он сказал, нечего терять. Едим свой завтрак и отправляемся на матч. Finally gets it. So it's an impressive opening set. Классно, классно сейчас. Excellent play from Timofeeva. That's a case in point. Dropped well in.
a favour. Gets the winner. That's an important game for. Well, what a win. Maria sit down to find her way into the third round. How you've beaten someone who's won this tournament. Just express to us the emotion and how wonderful it is. This is your debut here. Yeah, that's crazy. That's crazy to think that she was winning this tournament, and of course to play her here, it was very special. To win this match, I'm just beyond happy and couldn't ask for more. Что? Надеваем компрессионные штаны, устраиваемся поудобнее, берем бесплатный йогурт и смотрим шоу «Битва экстрасенсов». Идеальное восстановление, что я могу сказать. Лично родители не видели записи с камер. С чужих слов им было известно, что на не осуждайте меня, я обожаю смотреть эту муть. Вот недавно буквально как-то подсела. Очень меня забавляет, если честно. Потрясающе. Просто невероятно. Я в это начинаю даже в какой-то момент верить, поэтому создатели «Битвы экстрасенсов», вы молодцы. Всем привет, мы уже едем на корты на матч третьего круга. В общей сложности мы уже находимся в Мельбурне чуть больше 2 недель, кто бы мог подумать. Вчера в очередной раз мы сменили апартаменты, это уже 4-й апартаменты за последние 2 недели. Во-первых, потому что мы не совсем рассчитывали остаться так надолго, но это такие приятные хлопоты. И во-вторых, чем ближе подходит к концу Australian Open, 2-я неделя особенно, тем более забиты апартаменты, сложнее их найти. И они очень сильно дорожают, поэтому апартаменты доступны, как правило, сейчас только на 3-4 дня, и нам приходится их менять. Но, говорю, это приятный хлопот, когда ты остаешься в турнире, это не так сильно напрягает. Кстати, сегодня увидела какую-то новость, что на Australian Open сейчас находится рекордное количество русских с 2013 года. Я точно не знаю, сколько человек, но, правда, очень много. Вот лично я и Настя Захарова вышли еще из квала. Потом там вот Элина Аванесян сегодня играет, Мира Андреева, конечно, невозможно не отметить. А Аня Блинкова вчера просто делала что-то невероятное. Мы смотрели весь тайбрейк. Она играла с Леной Рыбакиной. Ребята, 30-минутный тайбрейк, 22-20. Это какое-то историческое тоже событие вообще для всех больших шлемов. Поэтому шлем, правда, какой-то сенсационный получается. И, конечно, это огромная вообще, не знаю, честь тут играть именно в этом году. Так что очень-очень круто. Classic, we'll see a lot of it. She won a perfect and confidence. Nice fight back here from Timofeeva.
Эй, приятель, посмотри на меня. Делай как я, делай как я. Эй, посмотри на меня. Делай как я. Эй, подруга, посмотри на меня. Думай обо мне, делай как я. Эй, ты посмотри. Ну, умничка, а как она нашла этот перевод? Вот она опять, эта линия. Ну, я пока открыл статистику по ралли. Ну, вот как раз именно в длинных розыгрышах самое большое преимущество у Маши 16-9. Браш. И еще раз туда же. But I always felt, you know, that I have something in my game that I can pursue, and if I'm in the right mental state, I can play good. So I think now is just everything coming up together, and that's the result. Yeah, I'm having one of the best weeks of my life so far. What changes now? I mean, now I talked to you in the first round, and you kind of seemed like, oh, I just want to see how well I can do. Yeah. Well, not much has changed since that. So I'm still like curious how far it will go, but just now I know what I'm capable of, that I can compete with these girls, and I was just like curious to see if it's like possible or not. Like, should we work on something? Of course, there's something to work on. That's always. But yeah, now I'm just a bit more confident in my powers, and we will see. We will see what it will bring us. Друзья, я не знаю, с чего начать. Время без малого 2 часа ночи. Мы недавно пришли домой. Просто мы в ауте. Мы в ауте, я в ауте, тренер в ауте. Вот просто все, что происходит пока за эти 2 недели, ну, это максимально какая-то сказка, чудо. Я не знаю, я очень счастлива. Очень устала, но очень счастлива. Я знаю, что этот влог уже поэтому и после Австралии, но я хочу всех поблагодарить за огромную поддержку. Вы просто не представляете, сколько замечательных положительных смс я получаю. Мне это безумно приятно. И очень приятно, что поддерживаете также наш канал. Поэтому всем большое спасибо. В общем, немножко про день. Да, доиграла матч. Сразу подошли, естественно, медиа. Такие, ой, давайте пообщаемся. Ну, потому что меня никто не знает, это как бы читаемо. Вот. Немножко пообщались, соответственно, с прессой там. С прессой, господи. Это так все звучит в новинку для меня. Просто что-то такое... Вообще, 2 недели назад, реально скажите, я вам не поверила бы никому из вас. Вот. Поэтому и завтра уже опять в 10:40 поедем на корты. Опять там какая-то фотосессия, господи, боже мой, тренировка. Небольшая, легкая, потому что, естественно, уже организм немножко подустал. А физически тело измотано за 2 недели, несмотря на дни отдыха между матчами. Вот. И да,
в воскресенье уже 4-й круг Australian Open, guys, that's crazy. Это мой последний день здесь, и как же не воспользоваться бесплатным салоном красоты, который здесь есть для игроков. Я, значит, пошла на укладку. Женщина просто чуть не выдрала мне все волосы. Ну ладно, дареному коню в зубы не смотрят, хотя бы это бесплатно. И... Извините. Дареному коню в зубы не смотрят. Сзади мои волосы все равно достаточно длинные, красивые вроде как, поэтому... Ладно, поставим сервису 5 из 10, потому что, честно, было больно. Но, опять же, это очень здорово, что организуют такую возможность для игроков, для девушек. Очень приятно этим всегда воспользоваться. И можно сделать не только волосы, но и ногти, брови, ресницы, короче, что хочешь. И все за счет турнира. Что ж, просто на секундочку посмотрим, как выглядит мой шкафчик после 2 недель, проведенных на Australian Open. Просто все забито вещами. Конечно, полотенец я набрала с матча от души, куда без этого. Но сейчас потихоньку будем это все собирать и готовиться к отъезду. Так, в завершающий день мы приехали с Элиной в торговый центр и решили порадовать Маша меня. потеряла свой паспорт. Второй раз за 4 месяца. Вырезаем этот момент, моя мама не поймет опять ситуацию. Мы купили мне наушники, начнем с хороших новостей. Потом мы решили это отпраздновать, сели в кафе, я оставила сумку с паспортом, кошельком и прочим на стуле, но благо австралийские люди очень... Вспомнила только через минут 15. Когда нужно было снова что-то оплачивать. Но, слава богу, австралийские люди очень добросовестные и ничего у меня не украли. И еще купили, пакет купили просто. Просто с пакетом ходим, вот. Ну и все. Сейчас ждем машину, и скоро я уже улетаю из Австралии. Ура, ура, ура! Да, уже тут месяц мы ровно находимся, поэтому не так грустно. И улетаем мы с замечательными наушниками, поэтому не увидимся. Молодец, конечно, Мария Тимофеева. Но Элина Аванесян... Сенсация турнира. Но Элина Аванесян тоже мой... Сенсация года. Ну какая сенсация? Игрок года. Это такой человек, который обыграл человека из топ-10 тоже, и вышел в 3-й круг, поэтому... И мы проиграли одному и тому же сопернику. Опустим подробности. Вот. Ну ладно, всем, увидимся с вами в аэропорту, когда я буду оплачивать перевес, судя по всему, за какие-то баснословные деньги. Все, друзья, я в аэропорту Мельбурна, жду свою посадку, направляюсь наконец-то домой, в Москву. Там я не была с того момента, как уехала в Анталию, то есть почти 3 месяца прошло уже с того момента. Рейс-перелет будет долгий через Шанхай, там будет 5-часовая пересадка, в общей сложности это должно занять где-то 26 часов. Поэтому пожелайте мне удачи. И вообще спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, что прожили эти эмоции и эти недели со мной здесь, в Австралии. Мне кажется, эти недели мы не забудем никогда. Историческое событие как для меня, так и для канала Kiss My Ace. И да, ребята, надеюсь, с этого момента будем только развиваться, двигаться вперед и радовать вас еще более интересным и заряженным контентом. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Увидимся в следующих выпусках.